Иногда ошибки превращают обычные сцены во что-то по-настоящему интересное и живое. Ты навонял? Да, я навонял. Ты навонял, мать твою? И именно эти случайности делают фильмы особенно запоминающимися. Яркий пример — фильм «Красотка» 1990 года, который по праву можно назвать культовой романтической комедией с блестящим актерским составом, увлекательным сюжетом и необычной атмосферой. Фильм сняли всего за $14 миллионов, а собрал он впечатляющие 463 миллиона, что по тем временам было настоящей сенсацией. Из-за ограниченного бюджета «Красотку» снимали в сжатые сроки и с минимумом дублей. Именно эта спешка неожиданно сыграла создателям на руку. В сцене, где герой Ричарда Гира, Эдвард Льюис, заказывает завтрак в номер, можно заметить ляп. В одном кадре героиня Джулии Робертс ест круассан, а в следующем уже держит блинчик. Режиссер Гэри Маршалл позже признавался, что при монтаже команда обратила внимание на нестыковку, но переснять сцену уже не представлялось возможным. И тогда его осенило оставить все как есть. Так случайная ошибка превратилась в удачную находку. Она подчеркивала контраст. Девушка с улицы впервые оказывается за богатым столом и ест все подряд как ребенок. В итоге ляп помог глубже раскрыть характер героини и сделал момент еще более живым и забавным. «Человек дождя» — редкий пример, когда фильм получает «Оскар» и одновременно дарит миру одну из самых неожиданных, но запоминающихся сцен с пуканьем. По сюжету братья Реймонд и Чарли, которых сыграли Дастин Хоффман и Том Круз, оказываются в телефонной будке. В тесном замкнутом пространстве внезапно звучит: Ты навонял? Да, я навонял. Ты навонял, мать твою? Господи. Реакция Круза полностью соответствовала духу его персонажа, но главное, она была настоящей. Все произошло случайно. Хоффман действительно дал газу во время дубля, однако актеры не вышли из своих ролей и продолжили играть. Режиссер Барри Левинсон также не растерялся и вместо команды «Стоп» позволил актерам закончить эту импровизацию. Сцена получилась настолько живой и органичной, что ее оставили в финальной версии. И в итоге она стала одной из самых запоминающихся во всем фильме. «Правдивая ложь» — это тот самый редкий случай, когда шпионский боевик превращается в остроумную комедию. Фильм Джеймса Кэмерона сочетает в себе зрелищный экшен и неожиданный юмор. Женщины. Нельзя без них жить, но и с ними плохо. А одну из самых запоминающихся ролей здесь сыграла Джейми Ли Кертис в образе Хелен, обычной женщины, внезапно оказавшейся в водовороте шпионских страстей. Самая известная сцена с ее участием — танец. По сюжету героиня пытается соблазнить таинственного незнакомца, не подозревая, что перед ней ее собственный муж. Почти все в этой сцене было прописано в сценарии, от движений до атмосферы неловкости. Но произошло нечто неожиданное. Кертис должна была держаться за стойку кровати, но случайно сорвалась и упала на пол. Она мгновенно поднялась и продолжила танец, не выходя из образа ни на секунду. Можно заметить, как Арни даже вскакивает в этой сцене. На самом деле, эту шутку придумал сам Джеймс Кэмерон. За несколько минут до начала съемок сцены он поделился своей идеей с Джейми Ли Кертис, которая отнеслась к ней скептически. Но когда камеры включились, она сделала это. Арнольд Шварценеггер, который не был в курсе деталей, отреагировал абсолютно искренне. Он явно не ожидал такого поворота. Кэмерон изначально представлял этот момент совсем иначе, но настоящие, неподдельные эмоции актеров сделали сцену только лучше. В итоге это добавило сцене не только реализма, но и юмора, напоминая зрителю, насколько все происходящее вне зоны комфорта героини. Именно благодаря таким неожиданным моментам фильм остается в памяти. Ведь даже в шпионской истории о двойной жизни важнее всего искренность и неподдельные эмоции. The biggest laugh I have ever gotten in my life. Благодаря находчивости Джеймса Кэмерона мы получили незабываемый момент и в «Титанике». В сцене, где Джек рисует розу, он должен был спокойно произнести «ложись на диван». Но Леонардо Ди Каприо неожиданно запутался в словах и, растерявшись, выдал «Вон туда,
На кровать, на диван. Большинство режиссеров просто бы пересняли сцену, но Джеймс Кэмерон настолько оценил неловкость этого момента, что решил оставить все как есть. Ведь оговорка сделала Джека наивным и смущенным юношей. Так одна ошибка превратилась в штрих, наполнивший сцену подлинностью, а героя — трогательной уязвимостью, навсегда запомнившейся зрителям. Набираешь в рот слюны и что есть мочи харкнешь. Вот, смотри. Иногда актер так вживается в роль, что перестает видеть мир вокруг себя. Буквально. Именно это случилось с Аль Пачино на съемках «Запаха женщины». Его герой — слепой, озлобленный и вечно пьяный подполковник в отставке Фрэнк Слейд. И Пачино настолько серьезно подошел к роли, что решил, раз герой слепой, значит и самому видеть на съемках не обязательно. Он намеренно смотрел в пустоту, фокусируясь на определенной точке, чтобы не замечать то, что происходит вокруг. И однажды это сыграло с ним злую шутку. По сюжету он просто идет по улице в сопровождении юного Чарли, но вдруг на полном ходу врезается в мусорный бак и падает. Это не был трюк или запланированная сцена. Пачино действительно не заметил бак, споткнулся и грохнулся на асфальт, но как настоящий профессионал остался в образе. И самое главное, сцену не стали переснимать. Режиссер увидел в этом моменте уязвимость героя, его хрупкость под маской агрессии, и оставил все как есть. А оно и правильно. Эта подлинность сыграла не последнюю роль в том, что Аль Пачино получил Оскар за лучшую мужскую роль. Please tell me that was improvised. It was. It was not. That was not in the script. Иногда хорошая актерская игра важнее законов физики, особенно если ты Брэд Питт. В одном из самых эмоциональных моментов фильма «К звездам» его герой Рой Макбрайт неожиданно для самого актера начинает плакать. Прямо в условиях невесомости. Сцена не была прописана в сценарии. Слезы появились спонтанно, как результат глубокого погружения в роль. Уже после дубля Питт подошел к режиссеру Джеймсу Грею и предложил скорректировать момент на постпродакшене. Мол, по законам физики слеза в невесомости не может стекать по щеке. Но режиссер лишь усмехнулся и ответил: «Извини, Брэд, но я это оставлю. Сыграно слишком хорошо, чтобы это вырезать или что-то менять». И он был прав. Настоящее, искреннее проявление эмоций оказалось важнее научной точности. Иногда зрителю важнее почувствовать боль и эмоции героя, чем увидеть физически точную картину. Ведь любое кино в первую очередь про чувства, а не про формулы и законы. Я буду жить и любить. Иногда самые смешные и запоминающиеся сцены в кино рождаются случайно и вовсе не прописаны в сценарии. Именно так произошло на съемочной площадке «Стражей Галактики», когда Питер Квилл, он же Звездный Лорд, едва не выронил одну из самых ценных вещей во всей галактике — сферу с камнем силы внутри. По сюжету герои приносят артефакт коллекционеру, и Квилл должен был эффектно передать сферу в его руки. Но в кадре происходит нечто совсем иное. В момент, когда Квилл протягивает артефакт, он неожиданно роняет его прямо на глазах у всех. И чудом успевает поймать до того, как тот упал. Все выглядит идеально. Неловко, смешно и в точности соответствует характеру Квилла. Вот только в сценарии этого не было. Крис Пратт действительно случайно уронил реквизит, но не растерялся, мгновенно подхватил его и продолжил сцену, будто все так и было задумано. Идеальное попадание в образ, неуклюжий, самоуверенный и по-своему обаятельный. Этот небольшой эпизод — отличный пример того, как актерское чутье и простая случайность могут украсить фильм ничуть не хуже дорогой компьютерной графики. Звездный лорд. Кто? Ну, Звездный лорд, бандит типа Гроза Галактики. Иногда лучше держать язык за зубами, особенно на съемочной площадке у Ридли Скотта. Актриса Дэрил Ханна невзначай упомянула, что раньше занималась гимнастикой. Режиссер, конечно, это запомнил и решил использовать ее навыки на полную катушку в «Бегущем по лезвию», где Ханна играла репликантку по имени Прис. I'm a gymnast. Why don't I do some gymnastics? And now you see gymnastics in every fight scene. В одной из сцен ее героиня убегает от персонажа по имени Джей Ф. Себастьян, и по задумке она должна была эффектно перелезть через машину. Но на съемках Ханна перестаралась и с разбега
влетела локтем в настоящее окно автомобиля. Удар был настолько сильным, что она сломала руку, а стекло вылетело. Но, к счастью для фильма и к несчастью для самой актрисы, Прис — репликант, а значит, боли не чувствует. Didn't have to act when you got to work. You just were in another world. Дэрил, превозмогая боль, доиграла сцену до конца, ни на секунду не выходя из образа. И все это осталось в финальной версии фильма. К слову, у «Бегущего по лезвию» несколько десятков разных версий. Ридли Скотт не мог определиться, каким именно он видит свой фильм, и в итоге выпустил сразу несколько вариантов. Но одно осталось неизменным — сцена с разбитым стеклом. Она вошла в каждый из них. Это до сих пор один из самых сильных моментов в фильме. И все это благодаря случайности и железному терпению Дэрил Ханны. Still have a scar. It's a little bit keloided, so you can see it. Коль уж мы заговорили о «Бегущем по лезвию», нельзя не вспомнить забавный эпизод со съемок его сиквела. Во время одной из сцен «Бегущего по лезвию 2049» Харрисон Форд должен был лишь имитировать удар. Но из-за ярких стробоскопов и лазеров он промахнулся и со всей силы зарядил Райану Гослингу прямо в челюсть. Позже Форд пошутил, что просто неправильно понял сценарий. I misread the script. Сцена попала в фильм частично. Сам момент удара оставили, но реакцию актеров вырезали на монтаже, поскольку Харрисон Форд тут же бросился помогать Гослингу. Это происшествие добавило сцене реализма и стало наглядным примером того, как даже случайный промах на съемочной площадке может оказаться точным попаданием. Well, he punched you. Yeah, that's right. Well, he punched you. До того, как студия Marvel превратилась в многомиллиардную империю, она снимала довольно скромное кино по меркам Голливуда. Отличный пример — «Каратель» 2004 года с Томасом Джейном в главной роли. Бюджет фильма составил всего $33 миллиона. В одной из самых зрелищных сцен главный герой сражается с гигантом по прозвищу Русский. Его сыграл никто иной, как бывший рестлер Кевин Нэш. Да-да, тот самый Дизель из WWE. В кино он засветился не раз, чего только стоит «Все или ничего», «Джон Уик» и «Супер Майк». Типичный список для сурового парня с весом под 140 килограммов. Но съемки драки в «Карателе» чуть не закончились уголовным делом. Один из постановщиков трюков забыл заменить настоящий нож на бутафорский. Both the knives looked the same. There was butterfly knife, but one was retractable. В результате, когда по сценарию Томас Джейн должен был пырнуть Нэша, он сделал это по-настоящему. Прямо в плечо. I got stabbed right here in the collarbone. Жуткая ошибка, которая могла привести к серьезным последствиям. Но вместо паники Нэш повел себя как настоящий терминатор. Молча продолжил сцену, будто ничего не произошло. Без истерик, без остановки съемок просто вернулся в бой. Позже в интервью он рассказывал, что за годы в рестлинге с ним происходило всякое. И удары стульями, и травмы, и падения. Часто все шло не по сценарию, а боль была вполне настоящей. Но останавливаться было нельзя, шоу всегда должно продолжаться. Этот же принцип он и применил на съемках «Карателя». Так, ошибка постановщика трюков превратилась в эпичный момент, который не только остался в фильме, но и укрепил репутацию Кевина Нэша как одного из самых суровых парней в Голливуде. Хорош в ножички играть. Фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» сегодня знают в основном благодаря Мерлин Монро и ее культовому номеру под названием «Лучшие друзья девушек — это бриллианты». Но в свое время главной звездой фильма считалась вовсе не Монро, а Джейн Рассел, уже признанная актриса с сильной харизмой и широким диапазоном ролей. В одной из финальных сцен Рассел исполняет песню у бассейна в окружении атлетов, прыгающих через нее в воду. Все шло по плану, пока один из этих бодибилдеров не переоценил свои силы и вместо элегантного прыжка случайно ударил Рассел ногой в затылок. От такого сильного удара актриса упала в бассейн. И вот тут начинается магия. Вместо того, чтобы остановить съемку, Рассел моментально выныривает, будто так и было задумано, и продолжает петь с абсолютно невозмутимым лицом. Сцена получилась настолько естественной, что режиссер решил: оставляем. И правильно сделал. Этот момент стал одним из самых запоминающихся во всем фильме.
Вот так чистая случайность, чуть было не испортившая дубль, в итоге сделала сцену намного живее и интереснее, чем в сценарии. Помогите, пока кто-нибудь не пришел. У вас сильный животный магнетизм. «Гринч. Похитители Рождества» 2000 года – это не просто праздничная сказка, а настоящее шоу одного актера – Джима Керри. Фильм получил смешанные отзывы критиков, но пришелся по душе обычным зрителям того времени. Режиссер Рон Ховард признавался, главной задачей было добиться того, чтобы каждая сцена вызывала смех, в первую очередь у детей и подростков, ведь именно для них и создавалась эта картина. Современные дети. После кино и телевидения их ничем не проймешь. В одной из самых запоминающихся сцен Гринч смахивает скатерть со стола, чтобы устроить полный беспорядок. По замыслу трюк должен был закончиться неудачей. Посуда должна была рухнуть на пол. The design of the scene was he doesn't successfully pull the cloth out, the stuff goes everywhere. Но, к удивлению всей съемочной группы, Керри мастерски справился с задачей. Тогда актер вернулся и смахнул весь реквизит сам, превратив случайность в комичный эпизод. Clearly knows how to do the trick. Создатели, конечно, решили оставить момент в фильме и не прогадали, ведь именно эта сцена первой приходит на ум, когда мы вспоминаем о Гринче. Ошибки — это не всегда провал, ведь иногда именно они делают историю настоящей. В кино, как и в жизни, ценность часто кроется в несовершенстве, поэтому не бойтесь случайностей. Они могут стать лучшей частью вашего пути. Спасибо за просмотр. Удачи!